Всем привет. Сегодня у нас расклад «Он твоя судьба или урок?». Посмотрим будущее ваших отношений и судьба или урок. И сразу еще раз повторюсь, сегодня расклады для тех, кто вчера оставлял обратную связь. Потому что, чтобы вам расклады резонировали, я как минимум должен знать о вашем существовании. А только через комментарии вы можете, как говорится, дать о себе знать. Итак, ну а завтра будут для тех, кто сегодня оставил. Так работает всегда и везде. Итак, я думаю, что давайте начнем. Единички. А сигнификация, что сейчас между вами. Ну, знаешь, тут даже трактовать не нужно. Ты на себе все вот эти отношения тянешь, как проклятая прям. Он-то стабильный, он с деньгами, дом, машина, может даже бизнес свой. Но вот вся вот эта рутина, бытовуха, обязательства, это все на тебе висит. И ты как мух в паутине. Вроде ты и не голодаешь, но и шевельнуться не можешь. И он тебе не помогает, нет. Но не потому, что он злой, просто он считает, что его дело — это деньги зарабатывать, а ты должна сама разгребать вот эту кучу всего вот этого, да? Дети, готовка, стирка и так далее. И даже если ты работаешь, тебе все равно приходится крутиться, как белка в колесе. И ты уже на пределе. Постоянное напряжение, постоянная там усталость, чувство, что жизнь мимо проходит. А он доволен. У него все под контролем, ты ему удобно. Но это не партнерство. Это, знаешь, это ты одна в поле воин. А он просто наблюдает со стороны и гривой кивает. И да, ты уже начинаешь задыхаться от этой ноши. И даже вот если внешне все хорошо, да, все гладко, внутри у тебя, внутри у тебя вот это все нутро орет уже. Ну, пора признать, что ты не раба, а отношения должны быть там про взаимность, а не про то, что я тебе крыша над головой, а ты мне бесплатная прислуга. В отношения люди заходят счастливыми быть. Как он, так и ты. Вот это очень самое важное. Нужно понять это, прочувствовать, что я сказал. Он твоя судьба или урок? Урок. Даже не сомневайся. Причем жесткий урок. Он тебя научил, что нельзя растворяться в другом человеке, теряя себя при этом. Понимаешь? Он как вот плот, на котором ты переплыла вот эту бурную реку. Сам плот, он не цель, он средство. А этот мужик, он дал тебе ощущение безопасности, показал, что ты заслуживаешь стабильности. Но он же и показал, как легко можно превратиться в тень. Он эмоционально закрыт. Тебе кажется, что он там мудрый, спокойный, все понимает, а на деле он просто не готов тебе дать настоящую близость. Его забота — это контроль, а любовь его — это вот удобство. Ну и пора с этим заканчивать, я думаю. Потому что шестерка меча, она тут не просто так. Тебе уже пора паковать чемоданы, но не в буквальном смысле, а морально. То есть учись отстраивать свои границы, искать свое место без оглядки на его авторитет. Твоя судьба — это не он. Твоя судьба — это свобода, которую ты обретешь, когда ты перестанешь цепляться за эту иллюзию надежного тыла. Понимаешь? Какое ваше общее будущее? Ну, тут понятно. Если в том же духе продолжите, то будет полный крах. Я говорю, тут даже трактовать не нужно.
Потому что ты сейчас на перепутье стоишь и думаешь такая: а может еще потерпеть, а вдруг он исправится, а вдруг все наладится. Ну, не наладится. Двойка жезлов — это как раз вот тот момент, когда ты пытаешься выбрать путь. Остаться или медленно умирать под грузом вот этих обязанностей. Ну или, как говорится, набраться смелости и свалить. Но десятка мечей — это не просто ошибка. Это окончательный приговор. Хуже карты в колоде нет, и я не могу ее никак смягчить. То есть, если ты будешь тянуть, то получишь полное истощение, нервный срыв или еще хуже — предательство. Или его, или свое собственное. А он не изменится. Он не станет там внезапно таким чутким, романтичным, он не начнет делить с тобой быт. Ну а ты или сломаешься окончательно, либо взорвешься так, что потом придется годами собирать осколки. Общего будущего нет, тут десятка мечей. Кто со мной не согласен, там, загуглите про десятку мечей. Это окончательная смерть, без возможности восстановления. Понимаешь? И даже если вы останетесь вместе, то это будет ад в золотой клетке. А это там усталость, обиды, холод в постели, вечное чувство, что лучшие годы впустую потрачены. Ну, знаешь, я тебе одно могу сказать. Я не могу смягчить. Я и так десятку мечей мягко рассказал. Не жди, пока тебя добьют. Выбирай себя. И прямо сейчас. Я еще раз повторяюсь, это не буквально нужно чемоданы собирать, а как минимум выстраивать немножко в свою сторону. Иначе десятка мечей — это полный крах. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, напомню, сегодня расклады для тех, кто вчера оставил обратную связь. А завтра будут для тех, кто сегодня оставит. А что сейчас между вами? Ну, тут тоже трактовать не нужно. Ты эмоционально выжат, вот как лимон. И мыслями ты давно уже не здесь. Ты вроде вот физически-то рядом, но сердцем и душой вот ты уже, как говорится, за горизонт свалил, как ежик со своей котомкой в туман. А он этого не видит, ну или делает вид, что не замечает. Он продолжает свою линию гнуть, требовать внимания, давить на чувство долга, давить на жалость и прочее вот это. А ты как собачка на привязи. Рычишь, огрызаешься, но порвать цепь не хватает сил. И вот все твое нутро, оно кричит, что ты задыхаешься в этих отношениях. Но есть проблемка. Страх неизвестности гложет. Потому что, а что после него-то будет дальше? Ну, хуже вдруг. Но он уже превратил твою жизнь в бесконечный этот адский марафон, где ты все на себе тащишь. А это его капризы, быт, претензии постоянные. Он тебя вечно с кем-то сравнивает. А вот у них отношения не такие. И ты уж ночами не спишь. В голове одни и те же проблемы прокручиваешь, одни и те же сценарии. А он мирненько храпит вот бок о бок с тобой. Но это не любовь, это медленное самоубийство. А как ты хочешь, чтобы я тебе трактовал по-другому? Никак. Он твоя судьба или урок? Про судьбу забудь, сразу говорю. Это типичный учебник, который надо пролистать и на помойку выкинуть. Он, как знаешь, как яркий фейерверк. Вспыхнул, ослепил тебя, да, а теперь только, как говорится, гарью воняет, серой или порохом. Все его вот эти посылы о будущем, ну, это пустые трели соловья, чтобы ты не сбежала раньше времени. Ну, сама смотри вот правде в глаза. Он инфантильный мальчишка, который играет в отношения, когда ему удобно. Когда там писюльку выгулить надо, когда кушать надо, что-то повкусней.
А чуть что, сразу хватается за свой кошелек, за свой статус или там за мамины советы. Из тебя он хочет сделать просто удобную куклу. Это, как говорится, сиди, молчи и не рыпайся. Судьба не ломает через колено, не заставляет чувствовать себя последней дурой. То есть это урок, этот человек — это урок. Чтобы ты поняла, нельзя за тех цепляться, кто видит в тебе только обслугу, а не человека. Ну, время мозги включать, а не сердце, как ты думаешь? Какое ваше общее будущее? Если ты останешься, то будет, знаешь, вот тихо и сносно. Вот как в доме престарелых, знаешь же, вот я там много раз был. То есть ни страстей, ни драм, одна вот эта рутина размером с землю, да с океан размер. Вы вроде и рядом, но друг для друга вы просто мебель. Он будет там пару раз в год устраивать вот эти показушные порывы, типа там давай поедем на море или там цветочки подарит, чтобы ты не ушла. Ну а ты продолжишь улыбаться сквозь зубы и мечтать о побеге. Но еще тут другой сценарий по картам, что ты сорвешься, рвешь цепи и через год, как говорится, смеешься над тем, как ты боялся его потерять. Но тогда новые горизонты откроются. Дело, которое выгорит у тебя будет. Команда единомышленников и реальная независимость. Но чтобы это случилось, надо этого человека выкинуть из своей жизни. Выбор прост. Тут или серая жопа, или свобода с билетом в один конец. А больше тут никак не скажешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, я напомню, что сегодня расклады для тех, кто под вчерашними раскладами оставил обратную связь. Напомню, что чтобы вам резонировали расклады, я должен как минимум о вас знать. Чтобы мне не было, а чё это там какой-то левый человек пришел и пишет мне в комментарии, это неправда, а кто он, так я вас не знаю даже. Поэтому сразу предупреждаю, кто вчера прокомментировал, сегодня для тех расклады, завтра будет для тех, кто сегодня. Это не манипуляция ни в коем случае, а манипулирую я похлеще. Но это просто предупреждение, чтобы вы понимали, как все это работает. Что сейчас между вами? Тут даже трактовать не нужно. Вы оба такие в зоне комфорта, как два кота на печке. И молчите еще. Ну, ты думаешь, это гармония, конечно, на самом деле болото. У вас он тебе вот иллюзию создает завершенности. Ну, типа, дом, быт, вместе кофе попили с утра. Но это имитация отношений, не отношения. Потому что мир — это карта завершения. Ты как экспонат в музее. Есть, но ты не живая. И ты уже 100 лет не чувствовала, что он тебя там по-настоящему, как сказать, вот по-настоящему видел, вот, как сказать, твою женственность. Не то, что ты человек, который рядом живет, да, а по-настоящему, не через призму привычек своих. Он на работе вкалывает, он молодец. Ты уют поддерживаешь, ты тоже молодец. Вы оба притворяетесь, что этого достаточно, но огня нет, драйва нет. Видишь, дед сидит в своей качалке. Вот, вы как соседи по коммуналке, которые вежливо делят ванную по утрам. Ты ждешь, что он проснется и начнет с тобой жить, а не существовать. Он ждет того же самого от тебя. Но, как сказать, у вас как будто рта нет поговорить. Вы оба одного хотите, но не говорите и считаете каждый, что тот у другого мысли прочитает. Но чудес не бывает таких. Твои попытки его расшевелить, они в стену упираются. Он искренне не понимает, чего тебе еще надо.
Развод вы не хотите? Нет. Вы же не ссоритесь. Измена тоже не нужна. Потому что, вот как сказать, вот вы тлеете. Вот есть огонь, а есть вот эти угольки, которые тлеют. Вот вы это. Понимаешь? Ну, тут надо ломать систему, как тебе, так и ему. И вытаскивать из спячки его, типа, знаешь, со словами такими: «Дорогой, нам пипец». Ну или «Готовься, что через 5 лет будете спать в разных комнатах». Судьба или урок? Нет, тебе не урок выпал. Тебе, знаешь, вот целый учебник с жесткой обложкой выпал. Ты сейчас, знаешь, вот как школьник, который одно и то же правило вот в детстве, помните, зубрили. Но не понимаешь, чего там написано, просто не вникаешь, а просто зубришь. Вот этот человек, он не судьба твоя, а тренажер для прокачки терпения. Вот смотри, ты вкладываешься в него, как там в бизнес-проект, да, там время, нервы, силы. Отдача также, но вот как сказать, то, что тебе нужно, и то, что ему нужно, это разные вещи. То есть для тебя ты видишь отдачу 0, хрен десятых. А он с собой доволен, как удав на солнышке. У него есть ты, у него есть стабильность, маленькие радости, типа там футбола по выходным. Ну а ты, как сказать, фоновая музыка. И самое плохое, что ты сама разрешила так себя использовать. Он не злодей, нет, ни в коем случае. Он не злодей. Он, знаешь, он просто в отношениях счастлив. Паразит такой, правда? Вот нет, я не могу это объяснить. У вас понятие счастья, вот так я тебе объясню, разное. Он счастлив, и он удивляется, почему ты несчастна. Понимаешь? Можно было назвать эгоистом, но нет, он не эгоист. Ты для него девятка кубков, то есть удобная жизнь. А себя ты давно продала за иллюзию безопасности, вот так скажем. Этот урок будет длиться до тех пор, пока ты не плюнешь на всю эту историю и не поймешь, что судьба — это же не про страдания, а про взаимность. Поэтому, знаешь, у вас не стерпится слюбиться, нет. Почему-то мне идет стерпится, слюбиться. Нет, выбрось эту мысль. Потерпеть не нужно. Ты рвать шаблон это должна. Он хороший, он там все хорошо, но у вас вот как кошка с собакой. Но только вы не ругайтесь, нет. Вот как объяснить? Вот кошке хочется полежать на солнышке, да, вот он кот, на солнышке полежать, там, в этом его кайф. А ты собачка. Собачке что нужно? Гулять, вот это все, за мячиком бегать. То есть он счастлив, а ты от этого несчастна, но это не он виноват. У вас разное понимание счастья. Понимаешь, я не знаю, как это объяснить, но я думаю, если расклад твой, ты уже поняла. Какое ваше общее будущее? Знаешь, у вас королева мечей — это ты через пару лет. Холодная, циничная, с кучей обид за пазухой. А жрица — это он, который так и не вылезет из своей скорлупы. То есть вы, как сказать, в соседи превратитесь по лифту, которые молчат, в разные углы смотрят. Кекс там раз в месяц по расписанию, разговоры только про квартплату и вечное там «я устал» с его стороны, понимаешь? И с твоей стороны то же самое. У вас нет, как сказать, разрыва, нет. Просто это быт. Вот просто стандартный быт. Ты будешь, конечно, копить злость, а он будет копить недоумение, потому что он кот, а ты собачка. А все потому, что ты сейчас не решаешься на радикальные шаги. Ты же надеешься, что он изменится. Но он счастлив, понимаешь? Он даже носки свои там в корзину для белья не бросает или там в стиралку сразу. Куда уж там до работы над отношениями. Ваше будущее — это
знаешь, вот как сказать, не тихий ад, а вот ковры, сервизы на всякий случай. Вдруг гости придут. Гости, кстати, не придут. Потому что всем неловко смотреть, как вы двумя разными языками говорите. Вы не разные. Ты, вот знаешь, я объясню ваши отношения. По-другому объясню. Вот смотри, все женщины ищут идеальных отношений. Чтобы он много зарабатывал, но был рядом, да? Чтобы он был герой для тебя, но молчал в тряпочку. То есть, как сказать, у женщин размытое понятие о мужчинах. И когда мужчина счастлив, женщина несчастна. Почему? Потому что мужчина как кот, а женщина как собачка. И вы просто два хороших человека, то есть хороших это потому, что вы не ругаетесь, еще раз повторяюсь. Просто вы два, можно сказать, идеальных человека встретились, да? Вы оба положительные. Но женщина так и останется вот этой собачкой, а мужик так и останется котом. Понимаешь? Только он умеет быть счастливым в этом положении, а ты нет. Но есть проблема. Если ты будешь счастлива, да, вот бегать за мячиком и так далее, прогулки каждый день, цветочки, то он будет несчастен. Но ругачек нет. Вы оба хороших человека, просто не консенсус, а этот компромисс. Вам нужен компромисс. Компромисс. Вы два хороших человека, которые пока не нашли компромисс, чтобы оба были счастливы. Вот я подобрал, как вам надо. Ну все, тут все понятно. Третий вариант – это идеальная пара. Просто женщина тут смотрит женскими глазами на мужика, а мужик на женщину мужскими. То есть не могут почувствовать, как собака не может понять кошек, так и кошка не может понять собак. Поэтому нужен компромисс, потому что нет-нет, в некоторых семьях есть собаки, которые очень хорошо дружат с котами.